Эти господа уже неоднократно встречаются в шахматной битве. Два тяжеловеса, один Дуба, а второй Андрейкин. И вонючие кони Дубова будут делать нам шахматное шоу. Даня пихает пешечку d4, Дмитрий отвечает d5. Конь f3, конь f6. c4. Это у нас ферзевой гамбит, который полюбился, облюбовался в современных шахматах. Славянская защита. Играют ведь славяне, поэтому защита славянская. Конь c3, a6. И это у нас вариант хамелеона, покемона. Размен следует на поле d5, слон f4, выезжает слонина. И Даня пытается что-то тут накрутить с первых ходов на ферзевом фланге. Выводит своего ферзя, атакует сюда, куда-то там на d5. Начинает угрожать и борщить. Димон сразу его отсюда прогоняет. Пошел вон! Конь вонючий атакует ферзя. Отступаем, кстати, с конями здесь под конец. В эндшпиле будет самый сок. Вот именно кони белые, два коня останутся на доске и будут вонять Дмитрию. G6! Честные шахматы на ютубе. Собирается фианкетировать своего слона на поле G7, чтобы посматривать на пешечку D4 и съебнуть королем на поле G8 в тихую гавань рокировку. Ну а ты, если еще не подписан, нас уже больше 6000. Перевалили мы за экватор. Следующая цель 10 тысяч. Именно твоя подписка может мне помочь. Вероятность того, что ты меня увидишь в следующий раз, если не подпишешься, близка к нулю. Поэтому подписывайся и лайк этому видео за своих любимых шашистов. Е3. Даня подпирает своего слона, выводит своего второго слона и на тебе слон f5. Атакую ферзя на поле c2. Затыкаем этот нюанс своим белопольным слоном, разменялись и e6. То ли сюда каруанить этого слона, то ли сюда его выводить. Фиг поймешь, что он здесь придумал. Рокировка, слон e7, ладья c1, рокировка. Сейчас, ребята, начнется такая свистопляска на ферзевом фланге. Такие зевки с бриллиантами, что я сам смотрел эту партию с открытым ртом. Ладья c2, конь c6, конина отступает, хитрый конь собирается сюда скакануть и сделать просто вилочку, но Даня такое не зевает. Защищаем поле b4, берем его под контроль. И тут мамасита решила быкануть, хотя все мы тут защищены, почему она туда пошла, никому не понятно, но Даня грузит своего шкафа на тяжелую линию c. Ладья c8, h3, чтобы слону было куда отойти. Ферзь d8 и конь летит в атаку. Угрожает появление коня на поле c5. b4 есть возможность задвинуть. Конь d7, чтобы после конь c5 заебать этого коня на b4 подпираем. И опять начинается интереснейшая стадия шахматной игры. Андрейкин выпихнул своего добровольца на a5 и пытается вскрыть линию А, но в этой позиции Даня идет вперед. На тебе дубиной. Коня пора куда-то отводить. Конь отступает на поле а7 и есть возможность дубиной дать по башке еще раз. Слон c7. На, получи. Брать слона нельзя из-за того, что просто ладья его защищает. И дальше можно пихунделя сюда дать. Ух ты, какая борьба разгорелась на доске. И это всего лишь 20-й ход. Ферзь e8 отступает. b6 пихаем сюда назад. Конь c6. И опа! Зевунделя прописывает Даня Дубов. Лучше было бы в этой позиции сыграть просто конем на поле c5. Загрузить сюда своего скакуна и вонять вражеской команде. Заставлять их дышать полной грудью. Но ферзь b5 следует партии. И Димон этим пользуется. Сразу забирает пешку. И тут в этой позиции Даня Дубов немножко наборщил, переборщил. Где это видано, чтобы ферзь возле коня стоял? Надо его сбрить. Раз, пошел. Забрал. Второго сбрить. Пешкой забрал. Хорошо. И тут Дмитрий Андрейкин подмечает интереснейшую возможность. Можно сюда вот конем войти, использовать связочку тут. И этого ферзя с ладьей как-то побеспокоить. Конь b8. Но это ошибочка. Есть возможность пихнуть пешку на поле b7. Вот здесь, в этой партии, можно вот так вот сыграть на конь c6 и потом еще конь b6. На! Если сейчас будет, например, какой-то тухлозадый движ, по примеру, ладья d8, а куда деваться, тогда ферзь на, забрал ферзя и забрал ладью. Забрал ферзем. И ферзь а4. Нападаем на слона. Все как бы нормально, можно играть, все в порядке.
Но в партии после b8 Даня не рискнул пихануть сюда с двух ног дать одному второму. Даня делает эксклюзивный ход в этой партии конь e5, что позволяет Дмитрию забрать, во-первых, ладейку на поле c6, конь c6, и, во-вторых, сыграть ладейкой на поле c7. Димон такие ходы находит сразу. После взятия на поле c7 у нас получается ладья c8, мы тоже зевать умеем. И после этого конина на a7 предлагает размен ферзю и нападает на слона на поле a3. Следует размен, забрал, угрожает выпад конем на поле b6, атакуя эту ладью, подставить просто ферзя на поле c8. И вот в этой партии Димон, как настоящий тяжеловес современных шахмат, находит единственный ход в этой позиции слон d6. Бриллиант! В чем же логика этого хода? Если сыграть любой другой ход, это фигня. А если сыграть слон d6, как было в партии, Дубов тырит этого слона, забрал и конь c5. Теперь вонючие кони не дают Дмитрию Андрейкину организовать атакующий потанцевал. Возможно, один из самых интересных эндшпилей, которые я видел. Ладья сюда идет, чтобы начать движение пешки в депутаты. Конь b5 сюда пошел, ладья 8, конь c3, чтобы караулить поле а4. Здесь кони сделают порядка 30 ходов, поэтому я вам это все дело буду ускорять, чтобы вы не уснули. За это ты мне лайк, подписку организуешь. И вот мы смотрим, как ребята двигаются в эндшпиле. Кто-то двигается по красоте, кто-то не очень. Король пошел сюда, шах, ладья а2. И вот сейчас ребята будут играть вот такой примерно равный эндшпиль, но он будет равным до поры до времени. Ладья b1, король сюда, на тебе еще шахидос. Андрейкин смело атакует этого неприятного старпера. Король сюда отступает и ладья b1. Ладью надо держать на линии b из-за того, что конь может сюда скакануть и напасть на пихунделя. А если этого пихунделя уничтожить, победить против двух вонючих скакунов будет тяжело. Король g2 и h5. Начинается движение крайних пешек. Дмитрий играет на победу. Король h2, Даня ошибается. И вот ходом h4 можно было бы как-то приборщить, потом сыграть как-то f5 и сделать себе проходную пешку по линии h. Но Димон забрал на поле g4, ладья a1. Конь на c5 страхует братуху на a4. Если братуха на a4 будет отходить, игра продолжается. Конь b6, пошла конина, ладья b1, нападаем, конь a4, ладья a1, король g2, позиция объективна. Носит ничейный характер, но ладья d1, конь b6. Сопернички играют на выигрыш. Понятно, Дубову тут, возможно, уже победить и не светит. Также не светит и Андрейкину победить, так как позиция по нулям. Ладья b8, сюда конь, сюда еще раз напал, и конь а4, это уже ошибка, что позволяет в этой позиции Андрейкину сыграть e5. Если сейчас сыграть e5, теряется пешка на d4, ибо если ты будешь брать пешку на поле e5, падает пешка на g4 сначала, после отступления короля, ладья c4, король f5, с нападением на пешку e5. Но именно после хода конь а4 Димон не находит этого продолжения, так как у него 16 секунд на это все дело. И ребята просто играют на флажках. А игра на флажках, она, сами понимаете, не есть абсолютно точной. Поэтому Димон выпускает свою победу, играет ладья c4. Но результат этой партии еще вас удивит. Кто же кого возьмет? Даня или Дима? Король пошел сюда, f6 на тебе, пошел сюда, e5. e5 он все-таки поднял, но только с помощью пешки на поле f6. Даня забирает на e5, и это его катастрофическая ошибка. Держать победу можно было бы ходом конь b6, даже если не победу, так просто ничью. Ладья, например, на c2 сюда пошла. И можно сбрить пешку на поле d5. Но Даня, к сожалению, этого не находит. Он просто пи***т пешку на поле e5. Забрал, пошел королем, и все как бы. Два коня уже тут никому не всрались. Но еще есть возможность выпустить, так как ребята играют на флажках, и каждый ход может кардинально поменять позицию. Пошел король сюда, ничья. Вот ничью можно было бы держать ходом конь c3. Представляете, конь c3, если берешь одного или второго, один или второй бьет на e4 с вилкой. Если сюда забрал, туда получил. А если забрал сюда, получил сюда.
Но Даня ни туда, ни сюда. А если, например, забрать пешку, защитить пешку Е4, тогда конь просто назад отступает. И все в порядке, держим эту позицию. Вместо того, чтобы сыграть конь С3, Даня поднимает ход король Е2, который является роковой ошибкой. В этой позиции король на Е5 попер, бобер на шахидос, сюда пошел. И ладья С2. Андрейкин все еще может выпустить эту партию, но он ее, скорее всего, не выпустит. Напал на пешку Ж2, конь С4 пошел сюда, король Е6 и конь Б2. Все, последняя ошибка в этой партии. Андрейкин забирает пешку, забрал ладья Ж2. А что же ж ты поделаешь? Опять ошибается Димон. Конь С4, Ж4, король Е1. Пошел вперед пешкой. Теперь угрожает подвод пешки на поле Ж2, отступление ладьей и пешка на Ж1. Или же просто ладья F2, ладья F8 и пешка G2, G1. Казалось бы, победа близка, но насколько она близка в условиях цейтнота 5 секунд на доске, это предстоит выяснить. Король идет на F3, уже есть какие-то матовые угрозы. На шахидос тебе, король забрал пешку. Еще следует ошибка шахидос. Даже самые мощные соперники в цейтноте ошибаются. Ладья C2, король G1 и король F3 с угрозой мата на C1. Конь E4 забирает пешку и Дубов получает вот такую Матильду красивейшую. Также можешь посмотреть, как Дубов играл против Карлсона. Его там задубасил смачно. И можешь посмотреть, как Андрейкин прихлопнул Магнуса как комара.